Очень хочется, чтобы при рождении нам выдавали сразу инструкции по эксплуатации этой жизни, как часто нам проходить техническое обслуживание, чем нам в жизни заниматься, в чем наша миссия, призвание, предназначение, какие навыки нам прокачивать, где работать, чем заниматься, о чем думать и так далее. Но, к огромному сожалению, нам приходится совсем разбираться самим, и на этом пути у нас очень много боли, страданий, фрустраций, разочарований и потерянного времени и сил впустую. И в этой теме есть довольно прагматичный и циничный подход, он же эффективный подход, на основании которого нет никакой универсальной миссии, призвания, предназначения, а есть наши предрасположенности, есть наши потребности и потребности окружающего мира. Это то, что называют «хочу», «могу» и «востребовано», кому-то нужно. То есть, с одной стороны, я соединяюсь и четко понимаю, что я хочу делать, в чем у меня есть потребность, что дает мне энергию. Это ответ на самый такой фундаментальный вопрос каждого человека, ответ на вопрос «Зачем?». Я могу оценить свой опыт, свою практику и понять, более четко понять, что я делать могу, то есть что у меня получается хорошо или к чему у меня есть предрасположенность. И я также могу проанализировать свой опыт, исходя из того, что от меня хочет мир, на что окружающие люди по поводу меня реагируют, мол, да, вот когда ты это делаешь, это нам нравится, это нам надо, на тебе конфетку и так далее. И в этом подходе нужно более ясно, более четко просто для себя уяснить и определить для себя, увидеть свои потребности, что во мне откликается, что дает мне энергию, что дает мне сил, что дает мне мотивацию и ведет меня навстречу приключения, что наполняет мои паруса ветром. К чему у меня есть предрасположенности, то есть что у меня получается, действительно получается хорошо. Может быть, там где-то даже затерялся талант. И за что мир готов платить деньги, кормить меня, любить меня, хвалить меня и так далее. И здесь есть несколько упражнений, пройдя которых вы просто будете более четко понимать все эти темы. И на пересечении этих тем будет более ясно, более понятно, чем как раз заниматься. Если вдруг вы в тупике, если вдруг вы задаетесь вопросом, а что дальше? То, что двигало до этого, больше не двигает. Я не понимаю, ради чего теперь идти, непонятно, что конкретно делать, куда развиваться и так далее, то пройдя эти техники, пройдя эти упражнения, ответив на эти вопросы, вы более четко увидите всю картину. И, возможно, она сложится прямо в то, что обычно называют миссия, призвание, предназначение. Это некий путь, некий фарватер, некая дорога, которая становится более ясной, более очерченной. И мы не тратим время на то, что нам не нужно, на пустой слив энергии и какие-то закрытые тупиковые маршруты. И первая тема – найти то, что вас восхищает, найти то, что вас вдохновляет, найти то, что у вас внутри откликается и дает вам энергию. Очень часто к определенному возрасту мы настолько сильно зашорены, что мы уже сами не знаем, чего мы хотим. Мы жили в такой среде, где нам очень много чего запрещалось, и у нас банально зашорены глаза. Но все эти невротические реакции можно обходить, используя опыт других людей. Благо, вся информация у нас сейчас в доступе, и мы можем потестировать наш внутренний отклик, наше восхищение, наше вдохновение о опыт других людей. Как это делать? Прям берете лист бумаги и начинаете выписывать, например, делите лист на две части и с левой стороны начинаете выписывать все, что вас вдохновляет, и всех, кто вас вдохновляет. Берете любого человека, вот этот человек меня вдохновляет, пишите, и напротив него, что конкретно вас в его жизни вдохновляет. Вряд ли у вас будет такой человек, чтобы полностью вас вдохновлял. И тем
что он имеет, и тем, чем он занимается, и тем, с какими людьми он общается, тем, что ему ценно, как он живет, где он живет, с кем он живет, что он умеет, кем он себя считает и так далее. Но если вас человек чем-то восхищает, чем-то вдохновляет, записывайте и напротив него пишите «за что». Например, такой-то человек умеет какие-то вещи, которые меня вдохновляют. Записываю. Например, шахматист какой-нибудь, чемпион, или там спортсмен какой-то тоже, чемпион за навыки. Или, например, какой-нибудь терапевт, навыки. Или, например, какой-то успешный человек, он восхищает вас тем, сколько он имеет, на каких машинах он ездит, сколько он имеет недвижимости, денег и так далее. Тоже пишите и напротив него, что он имеет. Ну, например, за ценности человека, вас его личность восхищает. Вы пишете «человек» и его какие-то ценности. Вас очень восхищает, что, например, берем там Илон Маск. У него ценность – это развитие технологий, движение технологий вперед. И записывайте и так далее. На выходе получаете полный образ, как бы вы хотели жить, что бы вы хотели иметь, с кем бы вы хотели общаться, что бы вы хотели делать, что бы вы хотели уметь, что для вас ценно и кем бы вы хотели себя считать. Получается полный комплексный образ того, что вас восхищает. Это и есть ваша цель, это и есть ваш драйвер, это и есть ваш фарватер. Это то, что в данный момент времени у вас откликается на полную катушку. И если до этого вы боялись себе в чем-то признаться, то опыт других людей вы этот отклик у себя нашли, честно в этом признались и увидели полную картину. Вторая тема, второе упражнение. Если вдруг вам посчастливилось дожить до 30 лет, допустим, то у вас уже есть весь достаточный объем материала для того, чтобы проанализировать, а что у вас хорошо получалось, и где, можно сказать так, мир вам аплодировал, то есть на что окружающие люди, окружающий мир максимально ресурсно реагировал. То есть по факту мы смотрим, а что в нашем прошлом было для нас успехом. Прямо берете другой лист и в хронологическом порядке записываете те моменты в жизни, где вас ждал успех. Вы записываете туда все, что с вашей точки зрения было успехом. Победы на Олимпиадах, какие-то успехи на работе, какие-то успехи в высших учебных заведениях, какие-нибудь диссертации, научные работы, заработанные деньги. Может быть, вам кто-то значимый для вас пожал руку и выделил какие-то выступления и так далее. Записывайте все значимые эпизоды вашей жизни, где вы могли точно сказать: это для меня круто, это для меня ценно, это для меня успех. И то же самое напротив каждого такого события вы записываете, что я конкретно там делал, с кем я был, что для меня было важно. И это будут для вас ключи, потому что когда вы пройдетесь по всем эпизодам, где вы были успешны, где окружающий мир вам по факту аплодировал, либо деньгами, либо аплодисментами, либо обнимашками, либо чем-то еще, вы по итогу увидите некую закономерность, за что в целом мир вас больше любит, какие ваши проявления, какие ваши действия, какие ваши ценности или навыки наиболее принимаются, наиболее вознаграждаются другими людьми, миром, окружающей средой. Это будет для вас ключик, это будет для вас ответ на вопрос, что конкретно делать для того, чтобы получать успех, для того, чтобы получать деньги, для того, чтобы получать любовь, власть, призвание и так далее, признание. Третье упражнение. Точно так же в хронологическом порядке запишите на бумагу все моменты, где вы терпели неудачу, полное фиаско. Я не говорю про какие-то неудачи, когда вы чему-то учитесь. Я говорю про явно тупиковые ветви развития, явно тупиковые занятия, где вы понимаете, что вы потратили очень много сил, времени, и на этом пути вы
только теряли, теряли, теряли. Даже какого-то полезного опыта вы не получали. Это для вас некие такие закрытые дороги, тупиковые ветви. И то же самое, напротив этих событий, вы выписываете, что вы делали, и в результате, в сумме вы можете сделать вывод, а что точно не ваше, где вы точно ничего не получаете. Здесь как будто бы мир каждый раз вам щелкал по носу, что не надо туда идти, не надо, это ошибка. Один раз щелкнул по носу, мы не поняли, мы пошли еще раз. Следующий щелчок уже был более жесткий. Мы через некоторое время опять пробуем и так далее. И каждый раз нам мир как будто бы более жестко говорит, не надо туда идти, не надо туда идти. И это упражнение как раз для того, чтобы мы поняли, мол, хорошо, все, я понял, больше не надо по носу бить. Я все понял, больше не ногой. Чтобы мы не ходили туда, где для нас нет ничего важного и ценного. Опять же, мы не говорим про некий процесс обучения, где мы, естественно, сталкиваемся с какими-то задачами, с которыми мы не справляемся, но в этом случае мы знаем, зачем мы туда идем. Мы видим конфетку. Это совершенно другой отклик, когда мы идем по закрытому пути, мы понимаем, что мы только теряем. Это потеря времени, потеря сил, потеря здоровья, потеря энергии. Как, например, один из моих преподавателей говорил, как понять, как очень просто понять, здоровые у тебя отношения или нет, твой человек рядом с тобой или нет. Элементарно. Если ты с этим человеком становишься более счастливым, богатым и здоровым, значит, это твой человек. А если ты становишься несчастнее, беднее и больнее, не твой человек. Все просто. Здесь то же самое. Четвертое упражнение. Выпишите все, что дает вам отдачу, что делает вас счастливее. Это вот из серии «Чем бы вы занимались, даже если бы вам за это не платили деньги», а может быть, даже вам нужно было бы платить деньги, чтобы вы этим занимались. Это то, чем вы готовы заниматься весь день или круглые сутки на протяжении длительного времени. Это то, что вас заряжает. Это то, от чего у вас как будто бы в результате больше отдачи и энергии, нежели вы потратили. Это ваша ресурсная деятельность какая-то, которая вас заряжает, восстанавливает, вас от этого прет. И вы от этого становитесь более ресурсными, более наполненными, более счастливыми. И пятое упражнение. Как вы взаимодействуете с другими людьми? Точно так же проанализируйте все ваши моменты успеха, все ситуации, где вы были на коне и получали огромный результат, хороший результат, восхищающий вас результат. Посмотрите в этих ситуациях, как вы взаимодействуете с другими людьми. Что вы при этом с другими людьми делаете. Или какие люди вас в этот момент окружают. Это пятый ключ, который поможет вам понять, что с кем делать для того, чтобы жизнь ваша была наполненной, счастливой, успешной, чтобы вы получали результаты. Это некая инструкция по эксплуатации. Это некий ответ на вопрос, а какова моя роль среди людей. Может быть, кто-то поймет, что он строит коллективы. Может быть, кто-то поймет, что он является лидером и его задача вести людей. Потому что каждый раз, когда я вел людей, я получал успех. А каждый раз, когда я слушался других и просто говорил, вы мне скажите, что мне делать, инструкцию дайте, я что-нибудь сделаю и так далее. Меня ждали какие-то средненькие результаты, либо провал, либо мир опять меня щелкал по носу каким-то образом. То есть на основании первых 4 упражнений сделайте вывод, какова ваша роль с другими людьми, какие люди вас окружают. Сделайте вывод. Таким образом, соединяем воедино все 5 полученных ключей и получаем довольно четкую, более четкую, ясную картину. Во-первых, что меня восхищает, что вызывает во мне внутренний отклик, что дает мне мотивацию идти дальше, что-то делать, трудиться, развиваться и так далее. Второе, что
хочет от меня мир? Это то, что в основном называют как раз миссией, призвание, предназначение. Что конкретно мне делать для того, чтобы меня ждал успех? Что другие люди хотят, чтобы я делал, умел, чтобы мне было важно, чтобы я делал среди других людей и так далее. Это ответ на вопрос, что конкретно делать. Третий ключ. Что я делать не должен, где для меня закрытые пути, где обочина. Четвертое. Что меня наполняет, что дает мне отдачу. Что должно присутствовать в моей жизни для того, чтобы я не перегорел, чтобы я не сдулся, чтобы я всегда был заряженный, чтобы в моих парусах всегда был ветер. И пятое. Какова моя роль среди людей? Каким образом и с какими людьми я должен взаимодействовать для того, чтобы я был в потоке, я был на коне, я делал то, что мне нужно делать, я был эффективен. И самое главное, чтобы это все было нужно миру. Зная все это, остается теперь поставить какие-то конкретные цели, которые находятся в вашем фарватере, на вашей очищенной дороге, с ясным пониманием, что теперь мне делать, что у меня вызывает отклик, какова в этом роль, например, моя среди других людей. Конкретизируем, например, что это может быть в виде цели. Например, я знаю, что меня восхищает, и я отношусь к этому как к драйверу, я отношусь к этому как к магниту, меня и так к этому несет. Что это может быть, например, через год? Если меня, например, восхищают какие-то навыки коммуникативные, я ставлю себе в цель, через год я умею то, то и то. Если, например, меня восхищают какие-то финансовые результаты, какое-то имущество, я через год ставлю себе имущественные цели, которые меня заряжают, меня туда потянет. Например, хочу иметь первое, второе, пятое, десятое и так далее. Виллы, лопаты, бентли, самолеты, пароходы, газеты и так далее. Если меня восхищают какие-то ценности, какая-то миссия, которая выходит даже за пределы моей жизни, например, развитие, например, наука и так далее, я точно так же отношусь к этому как к драйверу, я здесь включаю себя в эту розетку и через год ставлю себя, например, диплом или какая-то работа научная, или что-то изучить, или и так далее. И так по всем пунктам, которые относятся к вашему восхищению, к тому, на что у вас есть максимальный отклик, от чего вас прет. Дальше. Вы все это вписываете в то, что это должно быть востребовано на рынке, что другим людям это должно быть очень нужно. Соответственно, смотрите на пункт 2, на второй ключ, смотрите на то, чем вы занимались, конкретно что вы делали, от чего мир вам аплодировал, мир вам платил, где вы были успешны. Соответственно, дополняйте эту цель свою деятельностью, которая приводила к вашему успеху. Допустим, если вас ждал успех всегда, когда вы собирали коллектив или начинали какой-то бизнес, или наоборот его поддерживали, или когда вы делали прорыв, или когда вы помогали другим людям быть более счастливыми, прямо записывайте, что именно эта деятельность от вас миру и нужна. Третий ключ. Держим в голове наши закрытые пути. Чем нам заниматься не стоит. Допустим, если я занимаюсь бизнесом. У меня все очень круто, все очень прет, когда я придумываю, что это за продукт. Я нахожу команду, я организую все процессы и вперед навстречу приключениям мы всех делаем на рынке. Но как только проходит, например, год, полтора, может быть даже 2, и компания переходит на следующую стадию развития, когда нужно уже выстраивать иерархию, нужно уже переводить из режима хардкор, из режима атаки в поддержание, в том, чтобы мы создавали какие-то регламенты для того, чтобы люди, которые делали этот прорыв, перешли уже в другой режим работы, либо получили новые задачи для нового прорыва, это может быть просто не мое. Я могу быть неэффективен на этой стадии. Работа по поддержанию уже существующего бизнеса для того, чтобы он
вышел на крейсерскую скорость, может быть, это не мое. И некоторые просто бизнесмены исходят из того, что если я бизнесмен, я эффективен на всех стадиях. И на стадии формирования, и на стадии старта, на стадии прорыва, и на стадии поддержания. А возможно потом еще и на стадии демонтажа, утилизации. Потому что иногда очень важно еще и наш старый линкор нормально демонтировать, чтобы он не пошел на дно, не утащив за собой, например, какую-то инфраструктуру финансовую и так далее. Или, допустим, чтобы не было каких-то финансовых концов, закрывая которые вы потратите огромное количество денег. Это может быть просто не мое. Зная это, я, например, создаю бизнес, я вывожу его на какой-то топ, в какой-то рейтинг, я бью какие-то рекорды, и я сразу же должен думать о том, что мне нужно скидывать с себя этот корабль, пока он на пике, потому что это не мое, поддержание не мое. Либо найти себе зама, найти себе управляющего, найти себе другого человека, в чье предназначение как раз и будет входить поддержание существующего. Главное, чтобы это не уничтожало, не тратило мои ресурсы. Это может быть просто не мое. Так может быть во всем. Я могу, например, с удовольствием творить, но реализовывать это может быть не мое, и я там могу терять кучу времени. А может быть наоборот, творить не мое, но вы мне дайте нормальные ТЗ, дайте мне нормальную задачу, сформулируйте мне нормальные критерии, какой должен быть результат, и я сделаю лучше всех. И так далее. То есть держим в голове, что не наше. 4-й ключ. Держим в голове, что нас заряжает, какая деятельность дает нам отдачу. И понимаем, что если я не добавлю эту деятельность, не буду из этой деятельности исходить в постановке целей, я не доберусь до этой цели, я закончусь, я выгорю. Поэтому исходим из того, что нужно обязательно в цель через год поставить ту деятельность, которая меня заряжает. Либо вставить ее в основную деятельность, как раз исходить из того, что что приводит меня к успеху, должно еще и биться как-то с той деятельностью, которая меня наполняет. Допустим, если меня наполняет какая-то публичная деятельность, я обязательно должен вставить этот критерий в цель. Если, допустим, меня наполняет какое-то развитие моих скиллов, моих компетенций, общение с другими людьми, обязательно должен вставить. Если, допустим, меня наполняет какая-то исследовательская работа и научная, я обязательно должен это вставить. И, может быть, даже дополнить свою цель и этими категориями, этими критериями тоже, для того, чтобы не сгореть. Для того, чтобы у меня на полпути не закончился бензин. Для того, чтобы в определенный момент я не пришел к тому, что я не могу встать с дивана, или мне тяжело очень просыпаться и ехать делать то, что мне нужно. Вроде бы я понимаю, что другим нужно, вроде бы я понимаю, от чего меня ждет успех, но бензина нет. В общем, имеем в виду, добавляем то, что нас заряжает. И понимаем, какую роль мы играем среди других людей, как нам нужно выстраивать отношения с другими людьми и какими людьми себя окружать для того, чтобы все это работало. Потому что все есть люди. Деньги – это люди, связи – это люди, информация – это люди, навыки – это люди, бизнес – это люди. Все сферы жизни так или иначе связаны с другими людьми. Поэтому исходим из того, что мы держим в голове, каких людей рядом с собой мы хотим иметь, какую роль среди них мы хотим занимать для того, чтобы быть в ресурсе, для того, чтобы наполнить свою жизнь и успехами, и достижениями, и в целом эмоциями, счастьем. Для того, чтобы получить состояние, которое все называют «быть в потоке». После этого останется правильно поставить эту цель, то есть вы ясно сформулировали данную цель по всем критериям, исходя из вашего опыта, исходя из вашего отклика, поставили ту цель, которая вас тянет. Вы по всем методикам ее поставили конкретно, сенсорно, позитивно и так далее, прожили результат.
использовали все техники постановки целей и через субмодальный шаблон, через пространственную синестезию и другие страшные аббревиатуры из мастерского курса НЛП и так далее. Можете брать любые методики, ставите ее и, самое главное, делайте. Приятным бонусом здесь будет то, что теперь делание будет для вас осмысленно и наполнено мотивацией, потому что вы знаете, что вы находитесь на своем пути, вы как будто бы идете в соответствии со своей миссией, призванием, предназначением.